Вы четко все пошагово делали. Степ by step, step by step. Здесь на сухую надо. Даже малышка не заходит. Тогда же боролись нормально. Я же мясо ем. Сегодня у нас будут фрукты и сейчас. This is Greg. We live together here. We know each other a long time. Say hello, Greg. Oh, hello, Greg. Посмотри, что он принес. Вот что значит молодому поручил. Вот просто фрукты, простое обязательство. Посмотри, что он принес. Вот как это есть? Зеленая папайя. И просто посмотри на эти драконы. Сморщенные, просто... Тимур. Какой вообще план сегодня? Что будет? Сейчас у нас будет овсяная каша с семенами чиа. Да, и также будут финики. Вот, ну, это я есть не буду. Почему? Я буду есть более мощную пищу. Где сельдерей? И сейчас я его не поем, то все выйдет просто наружу во время спарринга. Такого не надо, да? Да. Утро свое я всегда начинаю, выпиваю сельдерей. Сельдерей у меня с лимоном. Также я добавляю в него зеленое яблоко и добавляю куркумин с имбирем. И у него есть еще такое вот свойство, биоперин называется. Биоперин, он помогает усваивать лучшие нутриенты, которые поступают в наш организм. Поэтому я пью его вместе с соком сельдерея. Вот. Таким образом, у меня все нутриенты, следующие, которые я применяю, они у меня очень хорошо усваиваются. Вот, в общем, сельдерей, зеленое яблоко, лимон. Все это мы заполняем водой до половины примерно. И идем взбалтывать. Как на вкус? Отлично. 3 капсулы. Оп. И совместно. И что, так каждое утро? Да. Самое, я считаю, лучшее, что можно дать своему кишечнику с утра. Следующее, что я ем, это дракон. Здесь семена чиа и псилиум. И получается там максимально хорошая и легкая клетчатка для кишечника. Псилиум что такое? Псилиум – это, можно сказать, клетчатка, которая очень хорошо чистит и помогает вообще пищеварению. Вы можете почитать о псилиуме, мало кто вообще знает об этом препарате, ну или не препарат, а добавка. Почитайте обязательно и используйте всегда семена чиа с псилиумом. Вы можете в воде просто замешать ее, и вода станет такой вот склеивающей. Вот, видите, она такая клейкая становится. И то же самое вот в желудке, такое клейкое вещество, оно очень хорошо чистит кишечник. Пользуйтесь. Вот они все бойцы. Петр Ян, физик. Сейчас чуть экскурсию сделаю. Это у них столовая здесь вот такая. Вот. Я думаю, вообще много видосов есть об экскурсии и о том, как здесь все выглядит вообще. Это все зоны нижние, это муай-тай зоны здесь. Здесь раз, два, три, четыре. 4 зоны муай-тая. Вот они, ребята. Так, здесь кроссфит зона вот. Приветствую. Hello, Honda. How are you? Тренер по боксу. О. Доброе. Это для российской аудитории? Да. Лучший тренер
По борьбе Тайгер Муай-Тай. У нас дуэт. Полностью поддерживаю. Первое спросил, прежде чем снимать, а? Мы все сделали, вы все сделали. Шаг газует, да? Газует? Пошли газуй. Тут с утра не было тогда. Ой-ой-ой, просто, ой. А, тебе этот? А через шлем как вообще? Не, да мы вчера его выкачивали. Не, вчера. Не, вчера. Сейчас это мне этот, лапа. А, блин, елки-палки. Поэтому, пацаны, разогреваем уши. Раз, два. Разогреваем это не в смысле подслушивать, в смысле прям. Ой! You okay? Японцев не любите, да, вы здесь? Наоборот, очень любим. После, там, не знаю, посмотрим, как в схватке. У меня каждый подкаст 2 часа. Да, 2 часа. Хочу его, говорю, на Лиссабон. Там все кайф. Ну, по крайней мере, у меня очень много хороших отзывов вообще о том, как подкаст прошел. И там много интересных моментов, реально. Может, без перчаток говорю? Ты чё? Просто разминка. Какие ощущения? Ощущения, ну пока не проснулся, но по ходу дела, Сейчас спать хочется, да. я думаю, нормально все будет. План на бой есть? Включимся. План на бой просто. Правой хуяришь, левой ебало прикрываешь. Ты сегодня в форме или так? Ну, в спортивной, да, но не знаю. Я подготовился хорошо. Был вариант, конечно, на виллу отскочить вчера ночью, но я все сделал для того, чтобы сегодня матч состоялся. Как думаешь, как оцениваешь свои шансы на победу? Такие шансы. Надо уничтожать коуча, что он меня зря учил. У него нет шансов, все так. Ну, а как? Сегодня тот самый день. Так, боец номер 2, какие ощущения? Да чё, какие рабочие. Сейчас будет в легендарной клетке Тайгера работа, где было пролито кучу пота, крови и, возможно, даже слез. Как оцениваешь его шансы на победу? Да не, мы просто поработаем. Не-не-не, ну как просто поработаем? Я его разберу, я покажу, что он на другом уровне. Он сказал то же самое. Ну посмотрим, кто у кого, короче. Пошла. Файт. That's 4 minutes. That's 4 minutes. Nice. Breath. Good. Last 3 minutes.
nice. Don't rush, yes, 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 nice. Time, half time. Okay, nice. Take your time. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Okay, good, good, good. Nice body shot. Catch the breath, catch the breath. Last 1 minute, last 1 minute, last 1 minute. Nice hand control. 40 seconds, 40 seconds. Good. Good. 20 seconds. Время. Это первый был, да? Ребята, наливают или нет? Ща. Первый был. You want water? Yeah, water. Ребята, даже не наливают. Че сюда пришел? I kill him. Yeah, okay, I kill you next week. Здесь на сухую надо. На сухую даже малышка не заходит. Nice. Хорошо. Okay. Nice try. Разворачивайся. Ножик. Назад. Руку держи. Keep going. Nice. Попробуй за широтячку. С правой рукой в подмышку влезь ему. И ради пространства возьми больше. 3 minutes. Last 3 minutes. Ладно, подсказки будут. Между собой и ним пространство набери на пространство. Видишь, он меньше пространства делает. Вот не давай ему, чтобы он пространство вот это вот тебе закрывал все. Сейчас шею в одну сторону надо вытягивать и стараться вставать. Take back. И к стенке. Все, головой упрись плотно. Фронтально головой упрись и на руки две в одну работай. Две в одну вот здесь работай.
Хорош. И разворачивайся. Крутись, 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 руку, локоть совывай, правый локоть совывай, правый локоть. Вот правый локоть совывай и вытаскивай, разворачивайся в правую сторону. Два в одну, головой упрись, баланс, возьми головой от стенки. Давай сюда. 10 секунд. Just 10 seconds. Время. Вторую руку и бедром. Мы же делали это. А? Его слышно, его слышно. Мы же делали это, нет? Заглотнуть. Брат, ты же делаешь вот локоть. Потом вторую, потом бедром. Оп. Забыл? Вот здесь у тебя была возможность такой. И когда он бедро не давал встать. И когда отпускай, если он отпускает руки, прям толкаешь здесь. Это тоже не делал. Last 10 seconds. Раунд 3. Round 3. Давай. Это последний, да, раунд? Great, great. Со сменой стойкой делать. Вот видишь? Попробуй. Just 4 minutes. Раз, два, пошел. Здесь. Just 3 minutes. Chin down, chin down. Сейчас вперед. Again. Okay. Я шел. Минута. That's 1 minute. That's 1 minute. Ноги. Ой, хорошо. Вот сейчас локоть засовывай, правую, левую сторону. Укропом поставь. Молодец. Откройся.
секунд у вас. Более плотнее. Дави. Ногой на его ногу. Ногой на его ногу. Надо встать, Матса, 10 секунд. One more. Good starting, very nice. Huh? Very good move, very nice. Как ощущения? Таких ты по 5 делай, спина болеть не будет. А вот у тебя есть очень много вариантов, когда вот ты жопой и ногами ровно стоишь, типа вниз. Ноги И забрал, он ноги тебе держал. всегда дает ногу. Те, кто работал в этой клетке, Почему знают. ты не держишь болевой ногу? Как ощущения? Не в форме. Вот что значит, когда ты тренируешь, а сам не тренируешься. Как и говорил в моем подкасте Исуп, эти вещи невозможно совмещать. Но мы устроим реванш, я потренируюсь и сделаем реванш. Что-то я не знаю, либо мне и выносливости, и сил не хватило во многих моментах. Я чувствую, что надо делать, просто организм просто не хочет. Ты даже его поднимаешь, и у тебя нога всегда оказывается здесь. Ну 6 килограмм не такая большая разница, но тогда же боролись нормально. Я же мясо ем. Вау, это сильная была, это сильная была. Матч реванш у нас будет. По-любому. Все, забились. Ну, моменты были вообще там. Аж лечо запушечные. И моменты мощные были. Перевороты, кульбиты. Все вот это. Я даже чувствую, что я могу сделать вот это от стены. Но у меня просто чувствую, даже если я это сделаю, физики не хватит тебя вниз затащить. Типа, знаешь, что в голове было? Я сейчас сделаю, а я чувствую, что ты настолько плотно стоишь, что не пойдешь просто вниз. Вот так у меня ощущение было. Ну, где когда сзади лежал. Понял, да, эти моменты? Надо с Артемом сделать, тогда понятно будет, это из-за веса или нет. И главное, там вот эти все кульбиты получились, короче. Вообще там один раз, 3 раза подряд сделал. Да, был момент. Я аж сам в вас влететь захотел в моменте. А ну подержи камеру. Ты спину так забирал у меня, только когда ты меня прям шмякал, понял? А так я тебе у центра, у клетки, когда мы падали, я тебе лишнее отдавал. То есть я всегда с тобой, то, что я говорю постоянно, всегда надо вместе это находиться. Когда ты у клетки, вот ты всегда с ним. Если ты вот эту ногу держал нижнюю, то все, я вообще вот тут застрял. Иван, подсказки будут? Я так хотел на инерции с тобой вставать, потому что с тобой вот так в глухую падать, тяжело очень было вставать. Ну, когда без инерции. Ну, ты понял, вот эти мои, когда лег, все, я думаю, ебать. И когда ты меня за спину взял, отвечаю, всю силу я вложил, чтобы тебя это все равно не стало. Ну, я закричал. Я просто туда, просто этот... Давай, боец номер 1. Ощущения в общем и целом, как оно? В общем и целом, да как по кайфу отборолись. Нормально, не особо не зарубились так. Именно все в кайф. Отборолись, попробовали новые техники. И, ну, я же еще подчеркну еще раз, если Русик тому, чему учил, получилось с ним в некоторых моментах, то в борьбе должно все заходить. Поэтому я доволен. Я думаю, и Русик должен быть доволен, что получалось. Поэтому все, здорово. Насколько оценишь себя по 10-бальной шкале? Да как, нолик пока. Надо тренироваться, стремиться. Да как тут оценивать? Просто дружеская встреча, отборолись. Ну, грубо говоря, тренер меня поучил и все. А у тебя как ощущения в общем и целом, боец номер 2? Ну, ощущение, я недоволен собой, но я доволен Кириллом. Потому что очень много работали, и раньше, если я мог его контролировать, то сейчас уже, как вы посмотрите, уже у меня не получается этого хорошо делать. Вот. Но завязки интересные были, я думаю, всем интересно будет посмотреть. Вот. А в этой клетке никто еще не знает просто, насколько в ней жарко, в ней нет кислорода. Вот. И очень тяжело дышать. Тем более сейчас самый пик жары.
И сейчас очень тяжело было в этой клетке. Так, в целом, хорошо провели, так сказать, спарринг такой. Думаю, вам понравится. Ученик превзошел учителя или еще нет? Это вы сами делаете выводы. В комментариях пишите. Но у нас будет матч-реванш, потому что он сказал, потому что он ест мясо. Это было сильно предъява. Да, это было сильно. Поэтому нам нужно взять матч-реванш. Вот. Я поднаберу форму, поработаем еще. Какой у тебя вес сейчас? Сейчас утром взвешивался 75. Но он на килограмм на 10 или сколько больше? Ну, он сказал 81. Ну, как будто больше, да. Я думаю, у него битки побольше, чем мои. Я думаю, 85 он весит, наверное. Думаю, да, возможно. Это надо смотреть, проверять. Но вегетарианская сила вернется. Многие люди не понимают эту технику, которую дает тренер. Я лично начал тренироваться с ним почти год назад. Я настолько набрал в борьбе. И я рад, что у меня получается. Я рад, что я доверился. И я стараюсь сам использовать вот все эти выходы, подъемы, все эти техники. They did good wrestling sparring, so they don't stop. I could watch good wrestling sparring. I'm happy. Дима, брат бойца номер 2, что скажешь? Что я могу сказать? Как говорится, что посеешь, что и пожнешь. Чему научил, то он и применил против него. Так что отчасти сам виноват. Кирилл вообще, я думаю, очень для всех неудобен сам по себе, так как хорошая растяжка, хорошая база борьбы, всегда создает вот эти кульбиты, неудобно, очень тяжело удержать, сам знаю. И у него у самого есть хороший контроль, тоже, что не менее важно. Ну вот, я думаю, все то, что Руслан научил, все Кирилл сделал практически. Хороший ученик. Да, очень хороший ученик. Кирилл вообще, чтобы вы понимали, 3-4 месяца, я думаю, он меньше всех вообще тренировок пропустил у Руслана с утра. То есть очень редко, когда его нет в зале. Рафаэль, что скажешь по второму раунду? Какие-нибудь отзывы? Ну вы четко все пошагово делали. Мне понравилось, как ты переводил, значит, пошагово. Вот так шаг, захват, шаг, Step by все step. вот так, степ бай степ. И Кирюха тоже, когда вставал, когда еще не сдох, так да, он тоже вот это пошаговый момент использовал, да. Просто у многих ребят ошибка бывает, они пытаются сразу взрывом сделать. И пропускают да, и всё. пропускают все. А когда вот пошагово, вот эти моменты, мне очень понравилось. Я вот посмотрел, прям такой, сам аж захотел побороться. Да, я это даже услышал по Рафаэль в углу, так надо. Я еще такой слышу, что ты пришел, так надо как-то включиться, такой, ну, а у меня сил уже нету. Просто я его почувствовал, что физически не потянул, не знаю, может, вес, ну, вроде 5 килограмм не такая большая разница, но тем не менее. Был, когда не смог его вытянуть? Ну, он пашет, братуха, целый я день. знаю, да. Я вот просто на Кирюху всегда смотрю, он утро, вечер. Всегда, да. А вот скажи, пожалуйста, вот такой момент. Люди не понимают, что значит и тренировать, и самому тренироваться. Очень сложно. И тренировать, и самому тренироваться, это очень сложно. Ты всегда должен выбрать одно. Вот реально здесь нужно выбрать одно. Потому что если ты сам 2 раза в день пашешь, вот, ты не дашь соврать. Когда ты сам отпахал 2 раза, и если тебе еще 1 раз потренировал кого-то, то на самого это уже все. не хватает. Вот он отпахал на сейчас самого уже не вообще. хватает. То же самое ты сейчас чувствуешь. Ты когда тренируешься с пацаном, который целыми днями пашет, а ты тренируешь ребят, там лапы держишь, сам чуть тренируешься, но все равно чуть не хватает физухи, вот этого. Да, вот этого, 100%. Да. И еще эмоционально, самое главное эмоционально. Я лично выгораю прям. Да, Я да. даже не хочется тренироваться, то есть вот нету сил собраться, потому что ты вот думаешь, энергию нужно отдать, например, Очень если сильно ты им энергию не отдашь, они не захотят к Очень тебе сильно, приходить, очень правильно? сильно. Да. Ты чуть-чуть 10 минут поработал, все, тебе ничего не хочется. Да. Вот лично у меня так. Да. Я 10 минут поработал, я вот сейчас хотел после лап чуть подвигаться, сам поработать. И понял? сейчас такое понимаю. Не, я сейчас понимаю, что я только домой пойду. Я домой пойду уже вечером пробежаться только, да. Поэтому многие не допускайте эту ошибку. Если вы готовитесь к бою, Готовьтесь постарайтесь, к бою. да, готовьтесь к бою. О, спасибо большое, Рафаэль. Все, всего хорошего. Вот так вышел мой спарринг сегодня с Кириллом. Конечно, все пошло не так, может быть, как я хотел, но тем не менее, я думаю, вышло круто.
И обязательно пишите ваши комментарии, что вы думаете по такому формату. По-любому увидимся в следующем видео. Я постараюсь сделать более качественный контент. Прикуплю парочку камер еще, знаете, чтобы формат был намного интереснее и более развлекательным, познавательным. Если вам интересен такой контент, вы также можете перейти в мой телеграм-канал. Там много моей личной жизни, закулисья, спарринги, тренировки. И я даю рекомендации по различным БАДам, по сну. Много что полезного, интересного, поэтому подписывайтесь. Увидимся в следующем ролике.